Всем привет! Меня часто спрашивают, что нужно сделать, чтобы открыть интернет-магазин? Какой первый шаг совершить? И в этом видео я хотел об этом рассказать. Я считаю, что первым шагом нужно выбрать конструктор интернет-магазина, зарегистрироваться в нем и уже дальше обдумывать свой дальнейший план действий. Ведь после регистрации в конструкторе интернет-магазина вы сможете добавить товары, вы сможете загрузить прайс-лист от поставщика, вы сможете добавить описание к товарам, фотографии товаров. У вас будет уже практически готовый интернет-магазин. И это вам поможет определиться с дальнейшими шагами. Давайте в этом видео я вам покажу, как нужно зарегистрироваться в конструкторе интернет-магазинов и как добавить товары. Поехали! В прошлом видео я рассказывал о самых популярных в России конструкторах интернет-магазинов. Среди них были InSales и AdvanShop. В этом видео мы создадим интернет-магазин в конструкторе AdvanShop. Для того, чтобы создать интернет-магазин, вам нужно перейти на официальный сайт. Ссылку оставлю в описании. Затем нажимаете кнопку «Начать бесплатно». Регистрируетесь. Для этого указываете свой email. Придумываете пароль. И жмете кнопку «Зарегистрироваться». После этого вы получаете интернет-магазин на 14 дней бесплатно. Это тестовый период. В основном у всех конструкторов интернет-магазинов есть тестовый период, в течение которого можно пользоваться этим конструктором бесплатно. Обычно это 2 недели. Итак, мы зарегистрировались. Теперь нажимаем кнопку «Создать интернет-магазин». Так, вводим еще раз пароль. Кстати, вот написано 14 дней бесплатно. И видим процесс установки интернет-магазина. Написано 15 секунд. Давайте ждем. Так, значит, после регистрации мы с вами уже получим полностью готовый интернет-магазин, в котором будут добавлены тестовые товары. Видите, тут есть такой пункт добавления товаров. Будет уже загружена какая-то тема, которую потом можно сменить. Ну, кстати, тестовые товары можно будет удалить, добавить свои товары. Так, все. Интернет-магазин создан. Вот наверху мы видим 13 дней бесплатно. Так, мы сейчас с вами находимся в админке вашего интернет-магазина. Чтобы открыть витрину, посмотреть, как этот интернет-магазин выглядит, нужно нажать кнопку «Витрина магазина». Давайте посмотрим. Открываю ее в соседней вкладке. Так, вот сама витрина вашего магазина. Тут есть уже какой-то каталог товаров. Как я говорил, загружены тестовые товары. Давайте посмотрим. Созданы категории. Категория 1, категория 2. Давайте посмотрим, что у нас в категории 1. В категории 1 у нас добавлены какие-то товары. Вот видите, тестовые товары, рубашка, часы, платье. Можем открыть товар. И посмотреть страницу товара. Здесь мы можем добавить товар в корзину. Он появился в корзине. Затем можем перейти к покупкам. Так. Что у нас есть в администрации?
активной части интернет-магазина. Давайте посмотрим. Значит, в первом же окошке вам предлагают быструю настройку интернет-магазина. Ну, давайте напишем как-нибудь. Тест 1 напишу название. Вы там напишите свое название, смотря что вы продаете и как он называется. Так, все, настройку мы прошли. Дальше мы можем добавить первый товар. Как раз, видите, здесь по шагам указано, что нужно делать. Подключить свой домен, потому что сейчас, вот видите, показано, у нас активирован технический домен. Вам нужно будет купить свой домен. Вот что такое домен? Это, например, Яндекс.ру, Mail.ru. У вас должно быть свое название вашего сайта. Его нужно купить. Вот видите, у них можно его купить за 189 рублей. Это на год. 189 рублей это цена за год. Затем какой-то курс есть. Как запустить интернет-магазин. Так, ну ладно, это потом. Давайте мы сейчас добавим товары. Так, сейчас мы попали в пункт меню товары, где мы можем с вами редактировать категории и товары в этом интернет-магазине. Давайте откроем какую-нибудь категорию, например, категорию 1. Посмотрим, какие там товары уже есть. Наверное, быстрее будет посмотреть тот товар, который уже есть, чем добавлять новый. Вот, например, смотрите, в форме списка, где товары отображены списком, мы можем уже редактировать товар, например, поменять цену, указать количество в остатке. Кстати, очень удобно, не нужно карточку каждого товара открывать и его редактировать. Так, вот мы изменили. Давайте теперь посмотрим карточку товара. Так, вот что мне нравится у AdvanShop, это вот то, что все поля в карточке товара, они на одной странице, не нужно переключаться по вкладкам. Мы просто вот листаем вниз и изменяем, например, название товара, артикул, маркеры, там, хит продаж, рекомендованный. Указываем размер, вот сейчас здесь, раз это одежда, мы можем указать размер и цвет. И получается, для каждого размера и цвета мы можем указать цену. И так далее. Можно пройтись вот по всем вкладкам, просто листая вниз. Добавить фотографии товаров, добавить видео описание к товару, просто описание текстовое к товару. Указать свойства, кстати. Если это сложный товар, например, какая-нибудь техника, например, вот смартфон, там, у них бывает много свойств. Например, там, емкость памяти, версия операционной системы и так далее. Вот, товар мы изменили, нажимаем сохранить. Вот, когда вы, значит, зарегистрируетесь в конструкторе интернет-магазина, вы сможете уже по-другому взглянуть на ситуацию. У вас будет уже готовый интернет-магазин. Готовый интернет-магазин, в котором вы можете менять по своему усмотрению информацию. И ваши изменения отобразятся сразу же в витрине вашего интернет-магазина. Пусть пока вот домен тестовый, некрасивый, вы еще не купили настоящий домен за 185 рублей, но этим доменом тоже можно пользоваться. Можно дать ссылку вашим знакомым после того, как вы добавите товары. Сказать им, посмотрите, как вам мой интернет-магазин, все ли нормально. Тестировать его таким образом 14 дней. И после этого, если вам все понравится, вы можете купить платный тариф и начать уже пользоваться в полной мере вашим интернет-магазином. Вот. Главное то, что после регистрации вы уже по-другому совершенно взгляните на этот вопрос, на вопрос открытия интернет-магазина, потому что интернет-магазин уже будет создан, и вам не нужно обдумывать очень долго этот процесс, как его создать, там,
кому обратиться. Вы самостоятельно создаете интернет-магазин, самостоятельно добавляете товары, меняете дизайн. Кстати, сейчас будем смотреть, как менять дизайн. И дальнейшие ваши шаги уже будут более определенными. Вы уже более осознанно подойдете к этому вопросу, к вопросу создания интернет-магазина. Вот такое небольшое отступление. Дальше давайте продолжаем смотреть, что же мы можем сделать после регистрации. После регистрации вы можете поменять дизайн вашего интернет-магазина. Переходим на вкладку «Дизайн». Вот у нас текущий дизайн выбран. Так. Мы можем, кстати, его отредактировать. Отредактировать дизайн, не прибегая к услугам дизайнера. Можем выбрать другой дизайн какой-нибудь. Сейчас посмотрим. Вот у них можно выбрать платный и бесплатный. Давайте посмотрим бесплатный, что у них есть. Ну вот какой-то вот мне понравился с часами, с техникой. Давайте нажмем «Установить». Когда меняется дизайн, информация на сайте, то есть информация о ваших товарах, остается неизменной. Меняется только внешний вид главной страницы, внешний вид карточки товаров. Давайте вот посмотрим. Просто перезагружаю страницу, и внешний вид должен измениться. Давайте проверим. Он изменился. Стал более строгим. Так, посмотрим, как изменилась карточка товара. Так. Мы видим более строгий дизайн. Давайте еще какой-нибудь попробуем поставить. Перехожу в магазин шаблонов. Какой-нибудь более яркий, броский такой поставим. Выбираю бесплатный. Кстати, вот какой-то черный дизайн прямо в самом начале. Поставим «Установить». Black Post какой-то. Чтобы прям так наглядно увидеть, что дизайн изменился. То по привычке выбрал минималистичный шаблон. Вот мне как-то нравится больше минималистичные шаблоны. Сейчас мы вот выбрали яркий. Смотрим. Да. Да. Вот мы видим, изменился фон. Преобладание черного цвета. Ну вот это для каких-то таких, да, интересных товаров, наверное. Сайт ориентирован, наверное, более на молодежную аудиторию. Вот. Таким образом можно менять дизайн. Значит, товары мы редактировали, дизайн сайта изменили. Что еще здесь есть? Я думаю, раз мы смотрим конструктор интернет-магазина AdvanShop, надо посмотреть каналы продаж. Вот, посмотрите, есть такой пункт в меню каналы продаж. Здесь сейчас подключены мои сайты, Яндекс.Маркет, ВКонтакте. Так, можем добавить свой канал продаж. Давайте посмотрим, что здесь есть. Да, здесь есть множество всяких. Триггерный маркетинг, Google Merchant, Facebook. Это сейчас, наверное, не очень актуально. Вот Авито вполне актуально. Бонусная программа, партнерская программа. Ну, в Инстаграм можно интеграцию сделать с Инстаграмом. Наверное, сейчас более актуально Одноклассники. Телеграм-канал. То есть, что такое каналы продаж? Вы можете продавать не только через свой интернет-магазин, вы можете открыть множество витрин. А управлять со всеми этими витринами вы можете через админку вашего интернет-магазина AdvanShop. Вот, то есть AdvanShop позволяет интегрироваться с различными социальными сетями, маркетплейсами. Он позволяет выгружать туда ваши товары и создавать множество витрин или множество каналов продаж. Это, кстати, сейчас очень актуально. Так, каналы продаж посмотрели. Вот мы сейчас с вами, значит, бегло пробежались по конструктору интернет-магазина AdvanShop. Значит, что вам нужно сделать? Вам нужно перейти на их сайт,
я уже сказал, ссылка в описании, зарегистрироваться, создать свой интернет-магазин, показать его друзьям, изменить дизайн, добавить товары. Общайтесь с техподдержкой. На официальном сайте есть возможность в онлайн-чате задавать любые вопросы техподдержки. Они вот в рабочее время отвечают на все вопросы. Очень сильно помогают на начальном этапе. После этого, после тестирования, значит, в течение 14 дней вы решите, подходит этот конструктор вам или нет, нравится вам или нет. Вообще, можете протестировать таким образом все конструкторы. Можете протестировать тоже, вот, как я говорил, один из самых популярных в России конструкторов InSales. Можете здесь зарегистрироваться, тоже 14 дней у них бесплатно. Создать интернет-магазин в AdvanceShop и в InSales, сравнить, что вам больше подходит. После этого выбираете и останавливайтесь на той платформе, которая подходит для вашего бизнеса больше всего. То есть не нужно долго обдумывать, нужно просто зарегистрироваться и тестировать. Вот, значит, главная мысль, которую я сегодня хотел донести. То есть первый шаг для создания интернет-магазина — это выбор платформы, тестирование различных платформ, затем выбор, и уже после этого обдумываете и делаете ваши дальнейшие шаги по созданию интернет-магазина. На этом все. Я завершаю свое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет больше видео. Мы разберем конструкторы интернет-магазинов подробнее, сравним их между собой, посмотрим, для каких ниш подходят лучше всего, какие конструкторы подходят лучше всего для определенных ниш. Протестируем. Все это я буду выкладывать на свой канал. Спасибо, до свидания.